Всем привет, меня зовут Вика, и сегодня мы изучим с вами мир автомобилей в Дубае. Я расскажу вам, как купить автомобиль, сколько стоят здесь машины, как арендовать правильно. Вообще, что здесь по парковкам, какие здесь штрафы, сколько стоит здесь бензин. Мы с вами посетим местный автосалон элитных автомобилей, а также поедем на авторынок. Кстати, расскажу реальную историю, как меня там действительно кинули на деньги. Поэтому усаживайтесь поудобнее, сегодня будет очень много полезной информации. Знаете, я заставлю вас влюбиться в Дубае. И, кстати, я нахожусь возле одного из самых дорогих автомобилей в мире, про который я буду рассказывать в сегодняшнем выпуске. А пока что напишите в комментариях, как вы думаете, сколько он может стоить. Мой канал будет интересен инвесторам, кто готов инвестировать в зарубежную недвижимость, кто любит сравнивать доходности разных стран. Также для людей, кто хочет поменять профессию и быть агентом по недвижимости, а также предприниматели, кто рассматривает Дубай как новую площадку для своего бизнеса. Поэтому подписывайся, будет очень интересно. И я заставлю вас влюбиться в Дубае. Так, ну что, нужно оплатить парковку? Вообще, про парковки в Эмиратах. Здесь нету проблем, я реально особо не сталкиваюсь с проблемой припарковать машину, потому что она либо наземная, которая тоже оплачивается, есть всегда место, либо в торговых центрах, либо в каждом билдинге, где есть либо валид паркинг, где у тебя машину забирают и сами паркуют, либо ты паркуешь ее самостоятельно. Теперь смотрите, всегда есть вот такой значок, вот 357C, это место вашей парковки, то есть вы должны заплатить. Есть два способа, даже три, через приложение, через телефон, либо заплатить по месту в паркомате. Поэтому давайте будем с вами пробовать. Так, через паркомат это сделать очень легко. Уже указана зона твоей парковки, ты должен знать номер своей машины, заплатил денег и все оплачено, ты можешь спокойно ставить свою машину здесь на час. Почему лучше это делать? Потому что штрафы есть, действительно проверяют, оплатил ли ты парковку, и штраф где-то 150-200 дирхам, а сама парковка стоит 4, поэтому разница реально колоссальная. Ого! Ого! Так, мы с вами сразу залетаем в салон элитных автомобилей. Кстати, спасибо салону Alain Class Motors, потому что он разрешил, во-первых, здесь снимать, а во-вторых, посмотрите на эти роскошные машины. На самом деле, здесь машины каждого уважающего себя шейха, потому что стоят они все выше $1 000 000. В принципе, это обычные машины, которые ездят по дорогам Дубая. То есть ты уже, в принципе, не удивляешься, хотя, честно сказать, ты видишь вот эту фиолетовую? От нее реально такие мурашки. Я бы, кстати, на ней очень хотела бы попробовать покататься. Поэтому сегодня мы будем про них разговаривать, сколько они стоят, как их тоже можно купить или даже снять в аренду. Ребят, мы сегодня познакомимся тоже с продажником, настоящим продажником только автомобилей, не квартир. We're gonna show you, we're gonna take you through. I know that your favorite cars is The Ferrari. Yes, the Ferrari Green one. 812 GTS. Why is your favorite? So actually it mixes both sportiness, elegance, performance And colors. Color of amazing, yeah? of course. Also, Ferrari is a statement. It's targeting, of course, specific quality or level of people. Yeah. And today we have the 812 GTS, which is an ultimate Grand Touring car. What I mean by Grand Touring, it's an ultimate daily use car with a high performance. It has 800 horsepower, V12 natural aspirated. That's why it's called 812 or 812. So Which years? this one is 2022. 2022, okay. Yes. And how much? So in dollars, it's around $750,000. This specific car. Why? $750 000. Окей. Я хочу затестить эту машинку. Они супер красивые, но это точно, у них неудобно садиться. Но зато здесь Ferrari, чувствую, мне кажется, машинка мне подходит. Мне безумно нравится этот салон, а я обожаю этот цвет. А еще сочетанием с зеленым. Как оказалось, цена этой Ferrari могла бы быть почти на $70 000 дешевле, если бы не три вещи. Во-первых, это ее гоночные колеса за 12 тысяч. Во-вторых, дополнительное боковое лого стоит 15 тысяч. И в-третьих, это, конечно же, доплата за цвет. Этот невероятный оттенок зеленого стоит около $40 000. Честно сказать, не могу сказать, что прям аж сильно. Потому что каждая машина подходит по-разному. Вот почему надо всегда тест-драйв проходить, потому что ты чувствуешь машину. Пока что ничего не чувствую.
Как рассказал мне наш консультант, в их салоне есть не только новые машины, а некоторые из них уже с небольшим пробегом, зато в идеальном состоянии. Ну и конечно, я не могла пройти мимо этой фиолетовой малышки, которая мне сразу приглянулась. This one is new? This one is almost new. Almost new. Almost new. Okay, Yes, what does this mean has- almost new? This has only 800 kilometers. 800, okay. So less than 1,000. It's little used, but considered as new. And this car is limited production, so you cannot find it anymore brand new. Okay, who was first owner? He in this was car? a very nice gentleman. Oh, He's local. He's local, from here, yeah. Я говорила, шейхи ездят на этих автомобилях, они обязаны просто быть в гараже у каждого. If I Yes. want a rent this car, it's possible. We have a rental company, Yeah. but not these cars. Different rental cars. Ага. Yeah, Why? not these. These are for sale. Okay, it's only for sale. Yes. So Идем. you're welcome. It's not comfortable to sit, yeah? Я не Well- знаю, как это сделать. Дима, не могу. Это реально неудобно. Не, ну ладно, здесь удобно. Класс. Вот это очень круто. Очень. So Okay, how much cost this car? this car is 2.9 million dirhams. It's 2.9. same price as the green 812. The green Ferrari. 3 миллиона дирхам. Смотрите, если сравнивать с квартирами, то вот одна машина – это хорошая двухкомнатная квартира где-то на Марине или в даунтауне. Поэтому выбирайте. Но здесь тоже прикольно, что вы можете купить машину, поездить, а потом вот сдать в такой салон, и ее купит кто-то другой. То есть поигрались и все. На что вы подписались? Меня заставляют теперь купить She's asking машину. how I can leave. I told her you cannot. You have to buy the car. Только купить, а потом выйти. Ну ладно, я готова выехать. Они предоставляют действительно полный сервис для клиентов. То есть вы не должны стоять в очереди там 2 часа, ждать, пока вашу машину зарегистрируют, проверят. То есть если вы хотите ее купить, вы находитесь здесь, все делают за вас. Да, вы оплачиваете там регистрационные еще взносы помимо машины. И, естественно, вы уезжаете уже на своей новенькой машинке с этого автосалона. Так, ну что, рассказываю свой личный опыт, как я здесь покупала машину. Ну, во-первых, это было очень долго, очень мучительно, потому что я реально хотела только одну модель, поэтому у меня был суженный выбор автомобилей. То есть, да, я ездила на рынке, я смотрела это все на интернет-площадках, я спрашивала у знакомых, у меня даже был брокер, который тоже искал меня, но искала я одну модель. В принципе, как видите, я все-таки ее нашла, купила, но это у меня заняло реально 4 месяца. В чем была самая основная боль? Мы приехали с другом на рынок смотреть машины в Шарджу. Шарджа — это реально просто огромнейший рынок. Ну, там много автосалонов, и ты тем более думаешь, ну, если это автосалон, то, естественно, это безопасно. Тем более все говорят про безопасность Дубая. И что получается? Мы выбираем машину, я смотрю, она красивая, я при этом была еще и с брокером, то есть, который это все проверил, и мы сразу же оформляем задаток. Задаток был в размере 5000 дирхам, но около $2000. Никто, естественно, не смотрел на документы, хотя, когда я работаю с клиентами, я всегда говорю, что когда я покупаю лично для себя, у меня выключаются иногда способности брокера, где-то выключаются мозги, потому что я покупаю эмоциями, чувствами. Мне настолько понравилась машина, это тоже был Mercedes серого цвета. И я сижу, пью чай, общаюсь с этим сейлс-менеджером, а в это время уже подписываю документы, передаю наличными деньги. И на то время я хотела взять кредит на машину. Почему кредит? Потому что здесь это выгодно. Вот мы квартиры продаем в рассрочку, да? Здесь первый взнос за квартиру, а потом вы платите помесячно, либо поквартально. А то же самое в машинах. Здесь невысокий процент кредита, поэтому это безумно выгодно. Мне сказали, 3-5 дней у вас будет машина. Началось все из того, что кредитный брокер, который дал мне автосалон, он не сильно хотел работать, он туго отвечал на сообщения, и, соответственно, документы никакие особо не готовились. И я понимала, что уже проходит неделя, и ничего не происходит. Но так как этого брокера мне дал автосалон, я ничего не предпринимаю и думаю, все будет окей. Созваниваюсь с собственником автосалона, говорит, все нормально, ждите. Я уезжаю в отпуск на неделю, но при этом созваниваюсь, еще раз говорю, что все нормально, кредит готовится, да, готовится. Я выхожу с аэропорта, уже приехала в Дубай обратно, и мне пишут смс-ку, что машина моя продана.
Я говорю, в смысле продано? У меня задаток за нее лежит. Говорит, ну так, пришли люди с кэшем и ее забрали. Естественно, я расстроилась, я безумно ее хотела. И говорит, окей, приезжайте через 2 недели. Через 2 недели у нас точно будет машина от какого-то собственника, такая, как вы хотите. И что в итоге? Я приезжаю на рынок, и тут они делают видимость, что они забыли английский язык. Они говорят, боже, мы вас забыли, мы вас не помним. Сначала помнили, потом не помнили, потом они уже зовут главного. Говорят, мы вам вернем 2500 дирхамов, то есть половину. Говорю, в смысле половину? Говорю, это не по моей вине, я не купила машину. Говорю, почему вы не сказали? Говорю, я бы заплатила бы кэшем, но я хотела действительно воспользоваться кредитом, потому что это удобно. Почему это не попробовать? Я звоню в полицию. Полиция мне говорит, вы едете в департамент, который там главный на авторынке, вам они все сделают. И что вы думаете? Я приезжаю в этот департамент, мне говорят, звони в полицию и пишите заявление. Короче, они друг на друга перекидывали, а в департаменте нам сказали, что это частое явление, где кидают вот так на задатки, то есть это нормально, говорит, вам надо через какие-то там министерства это все добиваться, разбираться. И здесь я реально вот в один момент ощутила, ну блин, ну не может быть так, ну реально страна безопасная, все об этом говорят, но рассчитано на то, что за 5000 дирхам никто не будет терять свое время, потому что нужно пройти 10 инстанций, чтобы там забрать эти деньги обратно, ну и все. И то есть рассчитано, кто-то будет этого добиваться, кто-то нет. Короче, я не забрала деньги, вот. И поэтому действительно будьте аккуратны, потому что разводят очень часто, это реально частое явление, к сожалению. Я тут рассказывала, что очень много парковок и нету с этим проблем, но иногда бывает. Так, выходим аккуратненько. Все, припарковались. Так, надо за нее не забыть заплатить. Так, ну что, не только лакшери автосалонами славится Дубай, а еще вот такими рынками, потому что именно здесь можно купить автомобиль уже со вторых рук. Таких рынков много в Дубае, есть именно локальные, вот местные, которые в городе, а есть еще огромнейший, который находится в Шарже. Лучше не ехать. На самом деле это не самый комфортный способ, потому что вы потратите очень много времени, и не забывайте, здесь безумно жарко, поэтому авторынки здесь тоже работают ночью. Какой хороший способ, как выбрать автомобиль, это вы заходите на интернет-площадку Dubizzle, где продаются и квартиры, и машины в том числе. Вы выбираете нужный автомобиль, узнаете, есть ли он в наличии, потому что не все то, что продается, тоже есть в наличии. Это может быть обычная реклама. И уже потом, как вам подтвердили, что машина есть, скорее всего, она стоит на автоплощадке, вы приезжаете сюда и выбираете эту машину. Идем глянем, что почем. Обычно вообще в Эмиратах машины привозят либо с Америки, либо здесь локальные. Это называется машина GCC. Вот если это машина GCC, это значит классная машина, ее уже априори можно брать. Потому что то, что с Америки могут быть сделаны с 3 машин, это нормальная будет ситуация. Тем более тебе никто не скажет правду. Excuse me, how much cost this one? This 2001 model, 24,000. Короче, машина хоть и старая, но кто любит кабриолеты, хочет покататься в этой стране на кабриолете, пожалуйста, 24 тысячи дирхам. По факту это 6 тысяч долларов, и вы едете на машине. Не факт, что она будет у вас ездить, потому что, действительно, она в не очень хорошем состоянии. 3 Мерседеса, пожалуйста. Да, это 2000-е года, но их можно купить по факту 5 тысяч долларов, 5, 6, 7. Еще раз говорю, нету гарантии, что они будут ездить долго, но зато вы будете кататься на своем собственном Мерседесе. Так, мы уже с вами определили, в принципе, машину можно купить в Дубае даже от 5000 долларов, приехав сюда на авторынок. Что же делать дальше? Смотрите, все равно возьмите, пожалуйста, человека, кто разбирается в машинах, чтобы ее проверить хотя бы сначала наглядно, а потом желательно ее отвезти на СТО и проверить на своем проверенном СТО, а не то, что советуют эти ребята, потому что это небезопасно. В основном вот эти автосалоны, они все машины выкупают у собственников и оформляют их на себя. То есть вы уже будете работать с продавцом, с автосалоном. И, соответственно, вы оставляете задаток за машину, и потом уже договариваетесь на основную сделку. Сделка проходит в RTA, это служба, где вы оформляете машину. Но самое главное, проверьте машину
Перед тем, как ее купить, не доверяйте никому на слово, тем более продавцам с авторынка. Which car is the most expensive in your showroom? Let me show you, Okay. please. And Oh my god, oh my god. it's called Pagani Huayra BC. Я думаю, я вам когда-то еще покажу недвижимость от Pagani, потому что это тоже произведение искусства. И вот наглядный пример, откуда вообще Pagani. Это действительно эксклюзивные машины. Они собираются вручную, каждая машина эксклюзивная. И вот это стоит $6,5 миллионов. О май гад. Больше я говорила, что как-то Ferrari было поспокойнее, ничего не чувствовала. Вот здесь, честно, даже мурашки по коже. Ого. Вот я сейчас, как сказать, я внутри машины, которая стоит $6,5 миллионов. Я тебе говорю, у меня мурашки. Не знаю, я очень сильно люблю машины, поэтому прикольно. И реально, если сравнивать с недвижимостью, вот когда я продавала квартиру у клиента, мы приходили на просмотр, и где каждая деталь вот сделана, ну, как-то по-особенному. Вот теперь я понимаю, когда ты вот чувствуешь и тоже трогаешь это руками, то ты понимаешь, за что такие деньги. If I want to rent this car, it's not possible, I know. It's very difficult. We can get you a Bugatti Chiron if you want to rent. How much cost per day and per month? So per day it's between 100 and 150,000 dirhams. It depends on high season and low season. Yeah. Okay. Per month, of course, it's a different price, but it will be around 2.5 to 3 million dirhams. So Реально, это можно квартиру купить за месяц на эти деньги. Okay. somewhere between $750 to $850,000 per month. How often use this car in rental? Again, it depends on the season. For sometimes and Okay, some this days, year. let's say 10 days a month, 5 days a month, 10 days a month. That's a lot. It's a lot. Yes, yes. Так, то есть мы понимаем, что где-то 10 раз в месяц есть клиенты, которые снимают эту машину. И теперь слушайте еще раз цифру: 150 тысяч в день, дирхам. 150 тысяч. Это около $30 тысяч за день. А какой у меня бензин? 95-й, да? Good afternoon. Please, can you give me 90 special full? Okay? Special pull-up. You'll be paying by map, cash card, and no By card. One card. Yes. Поняла, что это реально понимают, что его снимают, поэтому такой. Хотя нет, они всегда такие приветливые, честно. Еще что круто, что ты не выходишь с машины. Вот молодой человек подходит ко мне, он заправляет машину, я оплачиваю картой и уезжаю дальше. Одна самая главная особенность на заправках, вот мы сейчас подъехали, нигде нету ценника. Я сейчас буду спрашивать, сколько он вообще стоит. How much cost 1 liter of petrol? 1 liter means 3 point something. Окей, thank you. В том году, в июле 2022 была максимальная стоимость бензина, это $1.23. На самом деле это дорого, потому что сейчас это всего лишь 81 цент. Это не очень дорого по сравнению с другими странами, тем более со странами Европы. Поэтому да, можно утверждать, что бензин, естественно, в Дубае это почти как вода. Ну что, давайте еще поговорим о штрафах на дороге. Они здесь не маленькие. Если вы нарушаете красный свет светофора, вам придется заплатить от $400 до $600, иногда до 1000, и вас даже могут забрать машину, если она арендованная. Если вы превышаете скорость на 10 км в час, то вы платите от $100 до 300. В среднем где-то обычный человек, который катается на машине, неважно арендованной или своей, получает штрафов где-то в среднем на $500. Еще немаловажно, что здесь помимо денежных штрафов у вас бывают штрафы по баллам. Что это значит? Если вы ездите в темное время суток без включенных фар, вы помимо штрафа финансового получаете минус баллы. И это очень плохо, потому что если вы наберете определенное количество баллов, там около 20, и вы больше не сможете ездить в Эмиратах. Поэтому будьте аккуратны. Мало того, что здесь камеры каждые 500 метров, в любом случае зафиксируются все нарушения, так за вами еще ездит полиция, которая незаметная, но она это все фиксирует, и потом вам приходит предложение СМС, что, пожалуйста, у вас есть ваш личный штраф. Арендовать машину в Дубае это проще простого. Здесь очень много салонов, большой выбор и разные цены.
Для примера можно найти машину от $400 в месяц, но это если вы резидент. Если вы турист, то у вас будет немного выше ставки, если у вас нету Emirates ID. Если вы уже местный, вы снимаете машину за 400, это где-то будет Nissan или Hyundai Accent, ну для примера такого уровня. Если машина 1000-1500 долларов, это уже будет кроссовер 2020, даже 2022 года, это может быть Mazda, это может быть Peugeot. Вот. И, кстати, странная особенность, машины там за 2500 или за 3000 долларов, их по факту не существует. Вы уже можете снять от 4 и выше, это будут уже машины более представительского класса, Mercedes, те же, ну, Lexus. Хотя на Lexus здесь в основном ездят все службы такси. Поэтому ценник это от 400 и, естественно, просто до неограниченного бюджета. Опять же, снять проще простого. Вы звоните в салон, вам привозит курьер машину вам под дом. И если, допустим, что-то случается с ней, то это тоже все ремонтируется, ну, в принципе, за счет компании. В этом плане нету никаких проблем. Так что бизнес аренды машин здесь процветает. Вика, расскажи, какой процесс получения прав в Дубае? Кстати, интересный вопрос. Все зависит от того, с какой вы страны. Потому что, допустим, для нас, украинцев, то процесс достаточно легкий. Вы просто приходите в департамент счастья, и вам меняют ваши права за 400 долларов. Просто меняют нашу карточку на водительское удостоверение здесь, и вы себе катаетесь. Ничего сдавать не нужно. Эта опция есть тоже для другого перечня стран, но большинство людей должны отучиться здесь, в Эмиратах, 4 месяца. Стоит это около 4000 дирхам, но даже то, что плохо, что это долго, то есть ты не можешь кататься. Когда ты получаешь Emirates ID, ты автоматически должен уже поменять права здесь на эмиратские. Поэтому нужно быть готовыми читать правила перед тем, как вы сюда переезжаете. Но если подытожить и вообще вот в целом сказать про рынок автомобилей в Дубае, он достаточно интересен и дешевле по сравнению с другими странами. Потому что хороший автомобиль, да, мы сегодня с вами посмотрели там машины за 5000 долларов и за 700 тысяч, но на самом деле машина среднего уровня, опять же там Mazda, Audi, другие марки, можно купить от 10 тысяч долларов. Для примера, в других странах они будут стоить там на плюс 5, плюс 10 тысяч дороже. То есть от 10 до 30 тысяч долларов вы покупаете хороший автомобиль в нормальном состоянии. А арендой пользоваться здесь не совсем удобно, потому что за год вы тратите ту сумму, которую могли бы вложить уже на оплату вашего личного авто. И в принципе новые модели, если вы покупаете это в салоне, они тоже будут на порядок дешевле. Еще что немаловажно, рынок автомобилей, так же как и рынок недвижимости, здесь развит по кредитованию. Кредит можно получить на машину с невысокой ставкой. И в принципе, если у вас вы официально оформлены на компанию, у вас есть виза рабочая, вы спокойно оформляете кредит, платите 20% или 30% первого взноса, и дальше выплачиваете как будто свою же аренду, только уже за свою машину. Так что, переезжая в Дубай, я бы советовала задуматься сразу о покупке машины. И еще раз говорю, не тратить на аренду. И не забываем, подписываемся на канал, ставим колокольчик, пишем комментарии. Мне интересно ваше мнение по поводу этих видео. И обязательно ставь лайк.